Друзья мои, всем привет! Меня зовут Тина, и сегодня наше видео будет посвящено макияжу для зеленых глаз. В этом видео я расскажу, как его сделать, какой макияж желательно подбирать и вообще, в принципе, как определиться, какой макияж создавать и как отталкиваться от цвета глаз, либо от вашей внешности и так далее, и так далее. Так что, поехали! Как же выбрать макияж, чтобы подчеркнуть определенный цвет глаз? Давайте начнем, самое главное, с того, что вообще как, в принципе, подбирается макияж. Сейчас делать акцент на глазах, конечно же, очень круто, очень модно, но сейчас вся цветовая линейка визажистам подбирается исключительно от одежды, аксессуаров и от цвета кожи, но от цвета глаз уже как-то не так часто люди отталкиваются, поэтому есть, конечно же, определенные правила, чтобы подчеркнуть цвет глаз, их довольно много, и сегодня я вам расскажу о том, как подчеркнуть зеленый цвет глаз. Зеленый цвет глаз сам по себе имеет тоже огромное количество оттенков. Например, у меня холодный зеленый цвет глаз, то есть у меня в глазах присутствует немного серовинки и немножечко голубизны. Поэтому я выбираю более приглушенные, немножечко отталкивающиеся от так скажем, более контрастного варианта от основного цвета. Есть несколько вариантов развития событий, которые вам помогут подчеркнуть цвет глаз. Первое – это на контрасте, второе – на цвете, третье – это уже исходя от вашего общего, скажем, цветотипа. Цветотипы классические, вот это осень, зима и так далее, они уже сейчас вообще не работают. Сейчас вам, чтобы определить свой цветотип, вам нужно просто посмотреть на свою внешность и понять, каких цветов в вашей внешности больше преобладает. То есть, например, более теплых, либо более холодных. И вы свой цветотип, на самом деле, можете менять относительно даже цвета волос. А относительно контраста я сейчас приведу самый простой пример. Есть такая очень крутая актриса Тильда Суинтон, и она сама по себе очень бледная, но если она оденет, например, чисто черный костюм, она, скорее всего, сделает макияж, который будет уравновешивать ее очень бледную внешность, то есть бледные брови, бледную кожу, бледные волосы с очень ярким и контрастным черным костюмом для того, чтобы просто уравновесить эту картинку. Это вопрос контрастов. По цвету. Здесь уже ситуация более сложная. В качестве цвета скажу сразу то, что самые крутые цвета, которые подчеркивают ваш цвет глаз, это контрастные. Есть такой потрясающий цветовой круг, вы на нем можете посмотреть, то есть вы берете свой цвет глаз и ищете противоположный ему цвет. Например, классическим зеленым больше всего подойдет классический типичный красный. То есть красный цвет будет хорошо выделять цвет глаз. Но опять же, в макияже нужно учитывать некоторые элементы, то что если на коже есть покраснение, либо есть какие-то высыпания, либо еще что-то, скорее всего, чисто красные смоки, например, их подчеркнут. Есть такой потрясающий вариант, он называется триада. Это когда вы берете, ставите такой вот треугольник на цветовом круге, и у вас берутся два дополнительных цвета, благодаря которым вы подчеркиваете свой цвет глаз. То есть это такие три богатыря, которые друг другу очень хорошо помогают. В данном макияже сегодня как раз эти три потрясающие богатыря. Я взяла свой цвет глаз, проставила вот этот вот треугольник и нашла то, что у меня здесь классический фиолетовый, чуть-чуть тепленький и оранжевый. И вот в данном макияже я их очень хорошо соединила, и у меня как раз вот идет этот переход фиолетовый, зеленый и оранжевый, потому что если посмотрите по цветовому кругу, они как раз идут один за другим. Касательно макияжа, который я делала сегодня, я сделала вариант для любителей более натурального макияжа, и сейчас на мне уже более яркий вариант, чтобы вы элементарно рассмотрели как можно лучше эти цвета. У меня сегодня используется вот эта вот палетка, в ней присутствуют на самом деле все необходимые цвета, то есть здесь есть и фиолетовый, и рыжий, и зеленый, который больше уходит в серовинку, и классический коричневый, который делает вот эти вот наши элементарные переходы. Палетка очень хорошо подходит, поэтому давайте уже смотреть, как я делаю этот макияж, и ознакомливаться поэтапно со всеми этими элементами. Что у меня на столе сегодня имеется и чем я буду пользоваться? В плане палеток, вот у меня будет персик от Too Faced. Самые классические цвета, потому что у нас универсальный макияж сегодня будет, но у меня вот как раз лежат две Венеры, вторая и третья, для того, чтобы у нас было все-таки усиление цвета для тех, кто хочет погорячее. Так что поехали. Я беру персик, самые такие нейтральные цвета, и я возьму вот этот вот нежно-розовый цвет и нанесу его на складку века. Просто чтобы создать как раз дымку.
необходимую, розовую, светлую. У нас же вопрос свежести, поэтому вот этот вот припыленный розовый, очень-очень нежный, он будет как раз в тему. Дальше. Я возьму вот такой вот тоже персик и чуть-чуть буду замешивать с этим вот теплым, таким немножечко рыжеватым коричневым. И чуть ниже складки наносим. Беру коричневый оттенок, который как раз с этой желтизной, с которой мы замешивали. И его легкими движениями я наношу на все нижнее веко. Для тех, кто хочет более нейтральный вариант развития событий, здесь есть вот такой вот нежный цвет. Вы можете любые цветовые нюансы, которые вас смущают, так сказать, немножечко им припылить. Это для любителей естественного макияжа. У нас есть здесь вот такой вот фиолетовый цвет. Набираем его на бочонок. Ставим и оттушевываем от уголка внешнего века, создавая наш как раз объем глазика. И даже чуть-чуть будем заходить на низ. Только чуть-чуть. Для любителей аккуратного, чистого матового макияжа можно здесь уже закончить. Но если вы хотите что-то более сияющее, здесь есть вот такой потрясающий оттенок. Очень красиво смотрится на глазу. Нежненько такой, ну я бы сказала, он очень непонятный. Он то сиреневый, то чуть-чуть серебристый, то какой-то припыленный розовый и так далее. И наносим аккуратно на все подвижное веко. У нас получился очень нежный и при всем при этом цветной макияж. Но, опять же говорю, для любителей яркого цветного макияжа. Сейчас, внимание, для того, чтобы сделать более интересный данный вариант макияжа, я беру из третьей Венеры цвет Paradise и чуть-чуть его оттягиваю, так сказать, увеличивая цвет нашего макияжа от основного фиолетового. А нужно мне это для того, чтобы еще ярче подчеркнуть цвет глаз. Я беру вторую Венерку и подчеркиваю рыжим цветом как раз таки наш потрясающий рыжий цвет, который усиливает наш зеленый. Использую я вот этот вот оттенок Gem. И чуть-чуть аккуратно, то есть в основном по линии роста ресниц. И чуть ниже, то есть не доходя вот до сюда, а чуть-чуть. У нас цель усилить, а не создать новую линию. И хочу сделать больше глубины. Я беру вот этот вот темно-коричневый оттенок, классический, который уходит не в рыжину, не в серовинку. И чуть-чуть еще подчеркиваю складку века. Друзья мои, я надеюсь, вам понравилось это видео. Пишите, пожалуйста, в комментариях, какой макияж вы любите использовать на себе, как вам такой макияж. И увидимся с вами в следующих видео. Всем пока!